В этом видео мы рассмотрим степени сравнения имен прилагательных. Сравнительную и превосходную степень. Узнаем правила написания полных и кратких прилагательных. Качественные прилагательные обозначают качества, которые могут присутствовать в большей или меньшей степени, могут образовывать степени сравнения, например, сравнительную, к примеру, молодой – моложе, красивый – красивее, и превосходную – умнейший – сильнейший. Сравнительная степень – простая форма. Состоит из одного слова, прилагательные не изменяются по числам, родам и падежам. Например, тише, чище, красивее, длиннее. Превосходная степень состоит из одного слова, образуется с помощью суффиксов «ейш», «айш». Прилагательные изменяются по числам, родам, падежам. Например, чистейший, красивейшая, умнейшая, длиннейшая. Составная форма образуется путем прибавления слов. Более-менее к начальной форме прилагательное изменяется по числам, родам, падежам. Например, более-менее тихий, более-менее чистый, более-менее красивая, более-менее длинная. Составная форма превосходной степени образуется путем прибавления слова «самый» или наиболее, наименее или всех. Прилагательные изменяются по числам, родам, падежам. Например, самый высокий, наиболее красивый, наименее интересный, умнее всех. Рассмотрим полные и краткие прилагательные. Качественные прилагательные имеют две формы. Это полную и краткую. Прилагательное в полной форме отвечает на вопрос «какой», «какая», «какое», «какие». Например, «какой» – мудрый, «какая» – хорошая, «какое» – синее, «какие» – большие. Краткие прилагательные обозначают качество или свойства предметов, как их состояние отвечают на вопросы «каков», «какова», «каково», «каковы». Например, «каков» – могуч, «какова» – могуча, «каково» – могуче, «каковы» – могучи. Полные прилагательные в мужском роде имеют окончание «ый», «ой» или «ий». Например, мудрый, глубокий. Полные прилагательные женского рода имеют окончание «ая», «яя». Например, какая, мудрая, какая, глубокая. Полные прилагательные среднего рода имеют окончание «ое», «ея». Например, какое, мудрое, какое, глубокое. И множественное число полных прилагательных имеет окончание «ые», «ие». Например, какие, мудрые, какие, глубокие. Рассмотрим краткие прилагательные. В мужском роде они не имеют окончаний. Например, какого – сложен, какого – осторожен. Краткие прилагательные женского рода имеют окончание «а». Например, какова – сложна, какова – осторожна. Краткие прилагательные среднего рода имеют окончание «о» или «е». Например, каково – сложно, каково – осторожно. И краткие прилагательные множественного числа имеют окончание «ы» или «и». Например, каковы – сложны, каковы – осторожны. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо указать все грамматические признаки имени прилагательного. Например, броня крепка – это краткая форма женского рода, единственное число – качественное. В таких словосочетаниях, как молодому человеку, золотые руки, слишком тощ, глубочайшее уважение, умнее всех, шерстяные носки, синего галстука, стиральным порошком, волчьих клыков, мягкая земля, крепкие щиты, дорога длинна. Обязательно пишите в комментариях свои результаты, а также вопросы и пожелания. Спасибо за внимание и до новых встреч!